Во вторник, 28 декабря 1972 года, на насыпи Францвелли-Роуд были обнаружены тела двух детей. Два сильно разложившихся тела обнаружила пара подростков, которые занимались туризмом в регионе под названием Кухня Дьявола. Такое название эта местность получила благодаря большому числу пещер. Парни позвонили в полицию и показали полицейским дорогу к телам. Хотя в этом же году полиция столкнулась с целым рядом похожих находок, личности этих двух детей удалось установить практически сразу. В этих краях произошло единственное двойное исчезновение. 13-летняя Ивонна Вебер и 12-летняя Марин Стерлинг, которые исчезли в феврале. За много месяцев до того, как полицейские начали догадываться о существовании маньяка, который охотится на молодых автостопщиц. За время, прошедшее с момента их исчезновения, полицейские не слишком хорошо изучили дела Ивонны и Марин. Ведь их считали беглянками. И все из-за слухов, что их видели то тут, то там. Но теперь, когда их тела обнаружили 10 месяцев спустя и в 10 милях от того места, где их видели в последний раз, следователи сделали другие выводы. Стоматологические карты подтвердили, что останки принадлежат пропавшим в феврале подружкам. Открытие, сделанное в последние дни 1972 года, имело много общих черт с другими находками на протяжении всего года. Рядом с телами снова не было обнаружено ни одежды, ни других личных вещей, которые на момент исчезновения были при девочках. Единственными предметами, которые были обнаружены рядом с телами, были несколько драгоценностей, найденных наверху на дороге, где тела пролежали в течение нескольких месяцев. Эти украшения – единственная сережка без пары, несколько оранжевых бусин и 14-каратное золотое ожерелье, на котором было закреплено распятие. Поначалу полиция затруднялась с определением принадлежности этих вещей, но мама Марин позднее подтвердила, что ожерелье и сережка принадлежали ее дочери. До исчезновения девушка носила обе сережки. Вторую найти так и не удалось. Из-за времени, прошедшего с момента исчезновения девочек, власти не смогли определить причину смерти, не говоря уже о дате смерти. Предполагалось, что девочки были убиты вскоре после исчезновения. Из-за сильного разложения тел патологоанатомы даже не смогли определить, пытали девочек перед смертью или нет. Практически невозможно было даже определить пол детей и их родство. Однако, несмотря на это, окружной прокурор округа Сонома Джон Хоукс сообщил, что хотя нет прямых улик, указывающих на убийство, расследование будет проводиться именно по такой статье. Близкие девочек раскритиковали власти за проведение расследования, поскольку поначалу девочек обозначили как беглянок. Полицейские повторяли слухи, что обеих девочек последний раз видели голосующими рядом с катком, и что они направлялись в сторону клуба для боулинга. Потом окружной прокурор признался, что расследование в этом направлении не выявило никаких улик. Выступая для прессы, отчим Ивонны Вебер утверждал, что девочки не были беглянками и пытался предостеречь других девочек от поездок автостопом. К сожалению, многие из автостопщиц, пропавших без вести, так и не были найдены, и такие случаи в Санта-Розе продолжали накапливаться. Это вторая серия нашего сериала про убийство автостопщиц в Санта-Розе. Ссылка на первую серию доступна в описании. Чтобы не пропустить выход третьей серии, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А также поставьте этому выпуску лайк и оставьте комментарий. Это очень помогает в развитии канала и мотивирует к выпуску новых роликов. Властям станет очевидно, что даже если не считать убийств, охвативших район, окружающий Санта-Розу, в округе Сонома наблюдается значительный рост насилия в отношении женщин-автостопщиц. По большей части это было сексуальное насилие, и оно никоим образом не ограничивалось жертвами, названными в этом сериале. В статье, опубликованной в январе 1973 года в газете «Санта-Роза Пресс-Демократ», подробно описывалось, как сексуальные посягательства на женщин-автостопщиц становятся все более распространенными. Они происходят примерно раз в неделю. Но это, вероятно, была лишь небольшая часть от общего числа из-за большого количества незарегистрированных изнасилований, о которых полиция даже не знала. Несколько переживших нападение позже сообщали о своей травме, узнав об убитых женщинах из этого региона. Они игнорировали проблему в течение нескольких недель или месяцев из-за социальной стигмы, наложенной на переживших сексуальное насилие. Якобы это позор или неподобающее поведение. Для следователей это означало, что сообщения о мерзавцах и извращенцах в регионе, тех, кто охотился на молодых женщин ради удовлетворения своих плотских желаний, теперь эти люди подозревались в убийствах. Любой из них мог быть садистом, сбрасывающим тела с обочин дорог.
И вскоре полиция оказалась завалена сообщениями о подозрительных личностях, подвозящих автостопщиц. Также полицейские вели споры по поводу того, являлись ли все эти преступления серией, то есть сделал ли это один и тот же человек. На пресс-конференции в январе 1973 года шериф округа Сонома Дон Стрипике утверждал, что обстоятельств, связывающих 4 дела, так много, что эти преступления официально можно считать делом рук одного человека. Во всех 4 случаях обнаженные тела девушек были сброшены с насыпи у сельских узких дорог за пределами Санта-Розы. Если провести линию между местами обнаружения тел, то создавался прямой путь через весь округ. В последний раз всех видели путешествующими автостопом, и у всех отсутствовала одежда и личные вещи, а места преступления были подозрительно без лишних улик. Хотя причины их смерти различались, предполагалось, что это мог быть сознательный выбор убийцы, чтобы скрыть свою причастность. Шериф Стрипике также объявил, что, по его мнению, исчезновение Джанет Камахели в апреле 1972 года можно отнести к этой же серии. Но пока власти не найдут ее или ее тело, определить это будет невозможно. Небольшое подразделение сотрудников правоохранительных органов в регионе полагало, что эти преступления могли быть не связаны между собой, а смерти девушек были делом рук разных убийц, у которых были схожие модус операнди. Из-за отсутствия каких-либо вещественных доказательств было трудно определить, связаны ли жертвы хоть как-то между собой. Из-за масштабности этого продолжающегося расследования офис шерифа округа Сонома поручил более чем полудюжине следователей возглавить это дело. Эти следователи вскоре начали переписку с властями других округов и штатов. Среди них был близлежащий округ Мендосино, где расследовали гибель 18-летней Барбары Страут из Уиллетса, небольшого городка примерно в 90 милях к северо-западу от Санта-Розы. Страут была сброшена с дороги, жестоко изнасилована и убита группой молодых людей. Позднее ее тело было найдено в тех же условиях, что и тела жертв в Санта-Розе. Подробнее об этом преступлении будет рассказано в 3-й серии. Шли месяцы. Новых тел обнаружено не было. Чувство настороженности в округе Сонома начинало ослабевать. Однако в знойные летние дни это чувство страха начало возвращаться, когда было обнаружено еще одно тело. И многие его признаки вновь были похожи на предыдущие чудовищные убийства. Во вторник, 31 июля 1973 года, мотоциклист проезжал по Франсвелли-Роуд в округе Сонома, примерно в 2 милях к северу от того места, где она пересекалась с улицей Портер-Крик. Это был сельский извилистый переулок в несколько заросшей лесом местности. Дорога была достаточно широкой, чтобы вместить 2 машины, но не более того. Заехав на бездорожье, этот молодой человек начал ощущать безошибочно узнаваемый запах. Неприятный запах. Мотоциклист поспешил покинуть то место и позвонил в полицию примерно в 20:35. Полиция прибыла на место в тот же вечер и была поражена невероятно неприятным чувством дежавю. Место, куда они прибыли, было очень похоже на то, которое они уже видели раньше, к северо-востоку от Санта-Розы. А точнее, это было то же самое место, куда власти уже приезжали несколько месяцев назад. На западной стороне дороги, на узком участке, который был недостаточно большим для остановки транспортного средства, полицейских вели к телу другой обнаженной молодой женщины. И по словам шерифа Дона Стрипика, она лежала лицом вниз, не более чем в 4 футах от того самого места, где в декабре 1972 года были найдены тела Марин Стерлинг и Ивоны Вебер. Как и тела девочек, тело новой жертвы было найдено обнаженным. Рядом не было обнаружено ни одежды, ни личных вещей. Тело молодой женщины было найдено примерно в 20 футах внизу крутой насыпи, но трава вокруг тела не была примятой. Для властей это указывало на то, что убийцей был либо крупный сильный мужчина, способный швырнуть тело жертвы на несколько футов в кусты, либо группа из 2 или более человек. Они смогли определить, куда была брошена жертва и как далеко она откатилась. Жертве на вид было от 14 до 16 лет, ростом около 5 футов 7 дюймов, с длинными светло-каштановыми волосами. Ее останки были покрыты грязью и пятнами, что указывало на то, что ее тело было брошено, а затем скатилось с насыпи, где оно врезалось в несколько деревьев, прежде чем остановиться. Полиция предположила, что она, вероятно, была одной из молодых женщин, пропавших без вести в этом регионе, беглянкой или автостопщицей. Полицейские тут же установили, что это убийство было связано с предыдущими убийствами.
Тело этой девушки нашли всего в 3 футах от места обнаружения тел Марин Стерлинг и Ивонны Вебер 8 месяцами ранее. Шериф Стрипеке на пресс-конференции заявил, что убийца, вероятнее всего, играл со своими жертвами в свои чудовищные игры, а затем бросил их здесь умирать. В дальнейшем тело молодой женщины отправят на экспертизу и вскрытие, чтобы установить ее личность и возможную причину смерти. Первоначальная экспертиза установит, что убитая женщина находилась на месте обнаружения тела от 72 часов до 1 недели. А вот причина смерти была не настолько очевидна. При более подробном исследовании выяснится, что девушка пролежала в этом месте от 10 до 14 дней. Было неизвестно, подвергалась ли жертва сексуальному насилию перед смертью, но патологоанатомы обнаружили странную рану в ее правом ухе, которая оказалась маленькой дыркой, похожей на прокол уха, но, похоже, сделанной неправильно. Было неизвестно, было ли это сделано убийцей или кем-то другим, возможно, до того, как убийца бросил жертву. Но поскольку у нее не было подобной дыры в левом ухе, это было отмечено как аберрация, отклонение. Позже власти заявят, что эта дыра образовалась в процессе разложения, но предпочтут не публиковать никакой дополнительной информации об этом. К сожалению, попытки определить причину смерти этой жертвы в то время не увенчались успехом. Патологоанатомы не смогли обнаружить у жертвы каких-либо телесных повреждений, в том числе следов удушения или травмы, поэтому им пришлось отложить определение причин ее смерти до тех пор, пока не будут проведены анализы ее крови и образцов тканей. Тем временем, они сосредоточатся на выяснении имени жертвы, что помогло бы следователям. К сожалению, из-за начавшегося процесса разложения, черты лица молодой женщины были слишком испорчены, чтобы провести успешную идентификацию. Отпечатки пальцев также были утрачены по той же причине. Власти надеялись, что стоматологические записи в конечном итоге помогут выяснить имя девушки из-за уникального перекрестного прикуса ее нижнего правого коренного зуба. Но в течение нескольких недель вопрос идентификации разрешить не удавалось. Подробности, опубликованные полицией для прессы, в конечном итоге побудили девушку, находившуюся поблизости, связаться с полицейскими, опасаясь, что описание этой жертвы соответствует ее младшей сестре, пропавшей без вести несколько месяцев назад. В надежде узнать, что с ней случилось, эта молодая женщина отправила следователям стоматологические карты своей сестры, которые, к сожалению, дали 100% совпадение. Кэролайн Надин Дэвис родилась 3 декабря 1957 года и большую часть жизни провела в Северной Калифорнии. К сожалению, о ее жизни известно немногое, хотя известно, что она училась в старшей школе округа Шаста вплоть до февраля 1973 года. Примерно в 7 утра 6 февраля 1973 года 15-летняя Кэролайн вышла из родительского дома. Она была одета в темно-коричневую куртку с меховым воротником и синие джинсы. Она должна была пойти в школу, но, похоже, подалась в бега. Заявление об ее исчезновении будет написано в тот же день, примерно в 8 вечера. Родители Кэролайн опасались, что она могла отправиться на юг в сторону Сан-Диего. К сожалению, как вы, наверное, уже успели догадаться, в то время побеги не считались приоритетными делами при расследованиях в правоохранительных органах. Часто делались заявления о пропавших без вести, но полиция мало что предпринимала, чтобы найти их. Вместо этого настаивая на политике невмешательства в работу полиции. Они просто надеялись, что дети в конце концов вернутся домой. Однако в день ее исчезновения сообщения они не прекратили поступать. Сообщается, что в течение следующих нескольких месяцев она путешествовала по западу Соединенных Штатов. По слухам, добиралась автостопом до Нью-Мексико и Иллинойса. Через несколько недель после побега она отправила письмо своим родителям из города Соледад, штат Калифорния, в котором подтверждалось, что она сбежала из дому по собственной воле и не собиралась возвращаться домой. При поиске подробностей о путешествиях Кэролайн следователи смогли узнать, что она долгое время оставалась в живых. Например, 15 июля, всего за 2 недели до того, как ее тело было найдено за пределами Санта-Розы. Ранее в июле она заехала навестить свою бабушку в Гарбервиль, более чем в 100 милях к западу от дома ее семьи в Андерсоне и примерно в 150 милях к северо-западу от Санта-Розы. К этому моменту она уже несколько месяцев путешествовала автостопом и, казалось, просто хотела отыскать место, где можно немного потусить со знакомым человеком, с чем ей и помогла бабушка. Кэролайн оставалась с бабушкой примерно 2 недели, прежде чем снова решила отправиться в путешествие.
В последний раз бабушка видела ее около 13:00 15 июля 1973 года, после того, как высадила ее возле почтового отделения Гарбервилля. В последний раз девушку видели направляющейся к близлежащему шоссе 101, где она предположительно планировала поехать автостопом на юг, в сторону Модеста, где планировала навестить друзей. Через несколько недель тело Кэролайн Дэвис было обнаружено на северо-востоке Санта-Розы. Властям наконец удалось выяснить причину ее смерти – отравление стрихнином. Стрихнин – это высокотоксичный яд, который, как правило, используют в качестве пестицида. Для человека он смертелен при глотании, выдыхании или всасывании. Симптомы включают болезненные спазмы, судороги, скованность, проблемы с дыханием, асфиксию, нарушение работы органов и в конечном итоге смерть, если немедленно не начать лечение. Отравление стрихнином встречается не очень часто, но было замечено в некоторых громких уголовных делах, и вот уже более века оно является фаворитом писателей и детективов об убийствах. Подробнее об этом яде было рассказано в фильме про Дэвида Литтона. Ссылка на это расследование будет закреплена в описании. Неизвестно, как отравилась девочка. Давали ли ей стрихнин перорально, возможно, смешали с напитком или вводили внутривенно, просто потому, что ее останки были слишком сильно разложившимися на момент обнаружения тела. Менее считалось, что это была еще одна садистская мучительная форма смерти, потому что отравление стрихнином чрезвычайно болезненно и заставляет жертву испытывать болезненные мышечные спазмы в течение часа или более, прежде чем тело начинает отключаться. Большинство жертв отравления стрихнином умирают от удушья, потому что их легкие отказывают одними из первых. Позже патологоанатому установили предполагаемую дату смерти Кэролайн Дэвис – 20 июля 1973 года. Это было за 11 дней до того, как ее тело было найдено за пределами Санта-Розы, и через 5 дней после того, как бабушка в последний раз видела ее живой в Гарбервилле. Следователи не упустили из виду, что в последний раз Кэролайн направлялась на юг, в сторону Модеста. Санта-Роза находится примерно на полпути между Гарбервиллем и Модесто, поэтому считается, что путь девушки пролегал через регион, где ее в конце концов заприметил убийца. Тем не менее у следователей оставалось 4- или 5-дневное окно. Судьба девушки в эти дни неизвестна. Выяснить эту информацию им так и не удастся. Почти 2 года спустя, в апреле 1975 года, власти установили, что рядом с телом Кэролайн Дэвис был найден небольшой символ. Этот символ состоял из 2 прямоугольников, соединенных палкой. Этот символ, как предполагалось, был связан с неким оккультным ритуалом. По крайней мере, по мнению некоторых полицейских. Шериф Дон Стрипика, который общался с прессой об этом открытии, утверждал, что это был символ, предназначенный для ускорения попадания умерших в загробную жизнь. И он был лишь одним из нескольких предметов, найденных рядом с телами. По его словам, все обнаруженные предметы были связаны с оккультными ритуалами английской культуры. Он никогда не уточнял, какие еще символы были найдены рядом с телами, но публично опровергал на возможную связь с убийствами Зодиака, о чем будет подробно рассказано далее. Следователи продолжали публично заявлять, что смерть Кэролайн Дэвис была связана с другими убитыми и пропавшими без вести автостопщицами из этого региона. Несмотря на то, что причина смерти Кэролайн, отравление стрихнином, сильно отличалась от других. Младший шериф округа Соннама Роберт Хейс позже заявил в интервью Лос-Анджелес Таймс: «Общий знаменатель, кажется, есть. Все они были достаточно молоды, наверное, все автостопщицы. В них не стреляли и не кололи, все были голые, и как минимум у 4 из них были обнаружены наркотики. Потому что 3 девочек были брошены на одном и том же месте, мы склонны думать, что одно и то же лицо или лица были замешаны как минимум в 3 случаях». Шли месяцы. В течение этого времени власти будут продолжать обдумывать возможные связи между Кэролайн Дэвис и другими жертвами убийств, совершенных за последние 1,5 года. Однако, несмотря на их расследование, они не смогли найти никакой связи между ней и остальными жертвами. То есть, помимо жутких обстоятельств того, как и где были брошены их тела, это оказалось ничем иным, как простое совпадение. Сотрудники полиции ждали телефонного звонка с сообщением о другом обнаруженном теле. Но этот звонок не поступал в течение нескольких месяцев. Только в последние дни 1973 года полиция была вызвана на еще одно место преступления. На этот раз жертва была убита куда более жестоким способом. В пятницу 28 декабря 1973 года в сельской местности округа Соннама было обнаружено еще одно тело. На этот раз тело было найдено к северу от Санта-Розы в ручье Марк Уэст Крик.
где пара молодых людей проводила послеобеденное время, катаясь на байдарках. Полиция прибыла на место происшествия, которое находилось недалеко от пересечения улиц Марк Вест Спрингс Роуд и Мишель Уэй. Там они нашли обнаженное тело другой молодой женщины, которое было наполовину погружено в воду и было придавлено бревном. Извлечение тела из воды само по себе стало проблемой, но само место преступления уже вселяло тревогу. Полицейские выяснили, что перед смертью жертву связали по рукам и ногам, привязав ее руки и ноги к туловищу отрезком бельевой веревки. Однако власти обнаружили, что убийца завязал непростой узел. Даже способ завязки этого узла доставлял женщине ужасные страдания в агонии перед смертью. Запястья и лодыжки женщины были связаны, но были связаны еще и большие пальцы, и связаны они были невероятно туго. Из-за этого пальцы стали фиолетового цвета. Это было невероятно болезненно и привело к тому, что женщина потеряла способность шевелить руками. Но это все цветочки по сравнению с тем, что произошло далее. Из нейлоновой веревки была сделана небольшая петля. В эту петлю были просунуты лодыжки и шея жертвы. И петля эта была чуть-чуть короче, чем расстояние от ног до шеи. Это означало, что девушке нужно было оставаться постоянно в выгнутом положении, чтобы она могла дышать. А в течение продолжительного периода времени сохранять подобное положение невозможно. Поскольку женщина изо всех сил пыталась сохранить себе жизнь, ее держали в постоянной агонии. И в конечном итоге смертельная ловушка убийцы сработала. Это произошло в промежутке где-то от 2 дней до 1 недели до того, как ее тело было обнаружено. Неизвестно, было ли тело женщины брошено убийцей в ручей. Полагалось, что она, вероятно, была выброшена в другом месте вдоль длинного и извилистого ручья, а течение притащило ее труп к тому месту, где его и обнаружили. Полиция найдет по крайней мере полдюжины мест в том районе, где убийца мог остановиться у ручья и бросить тело в воду. В том числе, одно место примерно в четверть мили ниже по течению, возле Калистога-Роуд, где были найдены останки Лори Ли Курсы примерно за год до этого. А также в нескольких местах возле Франц-Валли-Роуд, где за последний год были найдены тела Морин Стерлинг, Ивоны Вебер и Кэролайн Дэвис. Власти обнаружат, что всего неделю назад уровень воды в ручье был примерно на 6 футов выше. По внешним физиологическим признакам обнаруженная женщина была похожа на других жертв предполагаемого серийного убийцы. Ростом около 5,5 футов, 170 сантиметров, среднего телосложения, с длинными темными волосами. Однако, в отличие от других жертв, она оказалась мексикано-американского происхождения. И хотя в прошлом ее уши были проколоты, ее серьги, похоже, были сняты и обе исчезли с места преступления. Предварительное вскрытие показало, что эта молодая женщина была задушена петлей, натянутой на ее шею. Но сильный удар по ее затылку мог сыграть свою роль в ее смерти. У нее также был значительный синяк под левым глазом, что указывало на жестокое избиение или нападение перед ее смертью. Поскольку рядом с телом жертвы не было найдено ни одного предмета одежды, ни личных вещей, ее личность оставалась неизвестна. Но вскрытие показало, что у этой молодой женщины была серебряная коронка в нижней правой части рта, и что все ее верхние зубы были вставными. Полицейские надеялись, что такая обширная стоматологическая история поможет властям установить ее личность. И их надежды оправдались всего через несколько дней после обнаружения тела девушки. Терезе Дайан Смит Уолш, или как ее все называли Терри, было 23 года на момент исчезновения в декабре 1973 года. Уроженка Миранды, Калифорния. Терри выросла в округе Хамболт, в 10 милях севернее Гарбервилля и в нескольких часах езды от Санта-Розы. Ее мать Голди жила в самом Гарбервилле, и хотя мало что известно о молодости Терезы, мы знаем, что она вышла замуж в молодом возрасте, и на момент ее исчезновения у нее был 2-летний сын. Согласно некоторым газетным сообщениям того времени, Тереза решила уйти от мужа в начале того же года. Можно сказать, молодая девушка хотела немного попутешествовать и найти себя. Затем она провела несколько месяцев путешествуя по Калифорнии, передвигаясь исключительно автостопом. В последний раз Терезу видели 22 декабря на пляже Зума, недалеко от Малибу, на юге Калифорнии, примерно в 450 милях от того места, где позже будет найдено ее тело. Там она остановилась у друзей, которые позже рассказывали полиции, что она упомянула о путешествии автостопом на север, чтобы провести Рождество со своей семьей в Гарбервилле. Как и Кэролайн Дэвис за несколько месяцев до этого, ее путь должен был проходить прямо через Санта-Розу,
и считается, что она могла попытаться найти попутку на север, находясь в округе Сонома. К сожалению, Тереза так и не приехала, чтобы увидеть свою семью в то Рождество. А ее мать Голди Смит объявила об исчезновении дочери 31 декабря 1973 года, через 3 дня после того, как ее тело было найдено недалеко от Санта-Розы, где пропала вся ее одежда и вещи. Именно это привело к тому, что ее включили в список лиц, похожих на пропавшую без вести, и в конечном счете, через несколько дней ее опознали. Нейлоновая веревка, использованная для связывания Терезы Смит Уолш, была по сути единственным вещественным доказательством, которое следователи найдут в этом запутанном деле, а другие места преступления будут лишены вещественных улик. Эта веревка была отправлена на анализ в ФБР, но, к сожалению, она не предоставила много информации, и оказалось, что это довольно распространенный тип веревки, который было почти невозможно отследить или отличить. К сожалению, следователи мало что узнали о последних днях Терезы, поскольку ее насильственная смерть была садистски спланирована и осуществлена неизвестным лицом, которому снова удалось избежать опознания. Полиция сочтет, что ее смерть произошла в промежутке между 6 днями с момента ее последнего известного наблюдения и до обнаружения тела. После смерти Терезы Смит Уолш в последние дни 1973 года власти были уверены, что имеют дело с серийным преступником, кем-то, кто нацелился на определенный тип молодых женщин и, казалось, наслаждался их смертью в течение длительного времени. Издевательства каждый новый раз отличались от предыдущих. Итак, давайте резюмируем все случаи. Марин Стерлинг и Ивонна Вебер исчезли в Санта-Розе в феврале 1972 года. Их тела будут найдены за много миль от дома в декабре того же года, а их останки подвергнутся слишком сильному разложению, чтобы определить причину смерти. Ким Венди Аллен, чье тело было найдено за пределами Санта-Розы в марте 1972 года, менее чем через 24 часа после того, как ее в последний раз видели в Сан-Рафаэле, ее душили веревкой в течение получаса. Смерть была описана как мучительная, и перед смертью она подверглась сексуальному насилию. Джанетка Махеле, пропавшая из Котати в апреле 1972 года, когда пыталась добраться автостопом до колледжа в Санта-Розе. Хотя ее тело так и не нашли, власти полагали, что ее дело связано с другими. Лори Ли Курса, сбежавшая из дома в ноябре 1972 года. Ее замерзшие останки были найдены в декабре. Она умерла от перелома шеи, но конкретные подробности об обстоятельствах смерти остались неясными. Кэролайн Надин Дэвис, сбежавшая из дома своей семьи в феврале 1973 года. В последний раз бабушка видела ее в июле того же года в Гарбервилле. Ее тело было найдено за пределами Санта-Розы примерно через 2 недели после этого. Причина смерти – отравление стрихнином. Тереза Дайан Смит Уолш, которую в последний раз видели в Южной Калифорнии в декабре 1973 года, нашли связанной в Марк-Уэст-Крик менее чем через неделю после этого. Как и Ким Аллен, она была задушена до смерти садистским методом. Жертвам было от 12 до 23 лет. Все они были ростом около 5,5 футов, миниатюрного или среднего телосложения и с длинными распущенными волосами, которые могли привлечь убийцу. Все они были известными автостопщицами, которые либо много путешествовали автостопом в прошлом, либо в последний раз их видели садящимися в машины незнакомцев. 4 из убитых девушек – Терезу Смит Уолш, Джанетка Махеле, Кэролайн Дэвис и Ким Аллен – в последний раз видели голосующими на шоссе 101. Те девушки, чьи тела были обнаружены, все за исключением Джанетка Махеле, были найдены в сельской местности рядом с Санта-Розой. Их обнаженные останки были сброшены с крутых насыпей и извилистых дорог, где они оставались незамеченными в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. Это заставило многих предположить, что Джанетка Махеле, вероятно, пережила столь же необычную смерть. Причина смерти у каждой жертвы была разной: удушение шнуром или веревкой, отравление или перелом шеи, а также пара случаев, когда причину смерти установить было невозможно. Считалось, что это могло быть сделано намеренно убийцей, который пытался скрыть совершенные преступления, не оставив криминалистической визитной карточки. За исключением нескольких мелких предметов, оставленных на месте преступления, ни одежда, ни личные вещи жертв так и не были найдены. Сюда входили серьги и другие украшения, которые, по-видимому, были намеренно сняты убийцей перед тем, как бросить тела с насыпи. Поскольку полиции не удалось поймать или даже опознать убийц этих молодых женщин, считалось, что они, вероятно, продолжали убивать других девушек в этом районе. До сих пор неизвестно, был ли это один человек или группа.
Но предполагалось, что они, вероятно, нацелились на других женщин-автостопщиц в окрестностях. Тех, чья смерть не будет связана с этим делом из-за отсутствия информации, ранее упомянутой как визитная карточка. В 1975 году, более чем через год после обнаружения тела Терезы Смит Уолш, официальные лица офиса шерифа округа Соннома обратились к доктору Эдварду Эшеву, психиатру из Сан-Франциско, чтобы составить психологический профиль предполагаемого серийного убийцы. Полагая, что один убийца стоит за всеми 7 убийствами, включая все еще числившуюся в пропавших без вести Джанет Камахелли, доктор Шеф предположил, что убийцей был мужчина чуть за 30, который страдал психическим заболеванием и, вероятно, жил как одиночка. В детстве он любил мучить животных, с доминирующей матерью и пассивным отцом с чувством ненависти и тотальной мести к своей матери. Все это перенеслось на его жертв. Считалось, что этот убийца решил убивать своих жертв для необходимого удовлетворения, которое это ему приносило. Он считал своих жертв мусором, выброшенным вдоль дороги и даже не получившим надлежащего захоронения. Делал это потому, что ожидал, что они в конечном итоге будут найдены, чтобы игра в кошки-мышки с полицией продолжалась. Доктор Шеф предположил, что этот человек, вероятно, имел некоторые диковинные религиозные убеждения, потенциально считая себя мессианской фигурой типа Чарльза Мэнсона, и считал, что может очистить мир от этих падших женщин. Несмотря на это, убийца обладал следующими качествами. Интеллектуально довольно хитрый и, вероятно, выбирает своих жертв, подвозя девушек, расспрашивая их и разговаривая с ними, прежде чем он решит действовать. Он довольно тщательно выбирает своих жертв, предварительно опросив их. В профиле доктора Шева говорилось, что этот человек, вероятно, хранил сувениры своих жертв в целях поклонения, или, как иначе выразился доктор Шеф, для насечек на своем оружии. Указывалось, что символические знаки, которые были найдены на местах преступлений, были оставлены не просто так. Таким образом, он бросал полицейским вызов, чтобы те поймали его. После того, как в декабре 1973 года было обнаружено тело Терезы Смит Уолш, информация об этом деле начала быстро исчезать из заголовков новостей. Так случилось, что эта история была заглушена другими важными событиями того времени. Ежедневными новостями из Вашингтона, уотергейтским скандалом Ричарда Никсона или обнаружением десятков тел в подвале Дина Корла, а также освещением войны во Вьетнаме. Дело Дина Корла также очень интересно, и расследование по нему уже выпущено на 2 канале, ссылка в описании. Пока следователи продолжали работать над этим делом, любые версии, которые они разработали ранее, начали быстро иссякать. Попытка узнать о последних днях пропавших без вести или убитых женщин так и не увенчалась успехом. Власти опасались, что убийца просто продолжит регулярно наносить удары, охотясь на других молодых женщин, путешествующих автостопом по всему региону, несмотря на предупреждение общественности об опасности. И хотя тела перестанут накапливаться по всему округу Соннома, в окрестностях будут сделаны другие ужасные открытия, которые, по мнению местных следователей, имеют много общего с делами из Санта-Розы. Но об этом поговорим в следующей серии.